Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад на неделю с 7 по 13 октября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие Тельцы. Любой расклад не передаст о деталях, тонкостях, нюансах вашей жизни. И поэтому мы с вами размышляем, допускаем альтернативные варианты развития событий. И будем прозорливыми и внимательными, поскольку жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, что же нам подскажут карты? Неделя не такой большой срок, но все же мы желаем прояснить и зададим наши традиционные вопросы. Первая карта. Что нужно знать? Или какой сферы жизни могут события недели касаться наиболее остро или в центре внимания, что будет? Чего не избежать или неожиданность? Какая неожиданность может к вам прийти на этой неделе с 7 по 13 октября? Каким энергиям сейчас не время или попросту? Что вам может помешать? И достанем карту, а что же вам будет помогать? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Это и учеба, это и документы, какие-то согласования. Смотрим энергию денег, финансы на неделю. Личная жизнь. И достанем карту совет. Что же нужно вам знать, мои дорогие Тельцы? Карта колесница. Не оглядывайся назад, вот это нужно знать. Иди вперед, используй те методы, которыми ты не действовал прежде. Рассмотри все варианты, все предложения. От чего-то нового или обновленного не отказывайся, поскольку ты не видишь, чем закончится дело, чем решится вопрос. Что-то просчитать, предугадать, предсказать невозможно. И вот эти самые альтернативные варианты, когда тысячи неопределенностей, и еще нам предстоит пройти, ну, как минимум 3 недели, как минимум. Ну, для вас, наверное, и больше. Все же, если мы говорим о планетарных транзитах, то ретроградный Уран в вашем знаке зодиака пробудет до конца января. А после этого он перейдет в прямое движение и продолжит тоже какие-то перемены в вашей жизни. Но с учетом ретропланет именно на период осени, если мы говорим колесница, могут стать вопросы дома, проживания, где я проживаю, или вопросы переезда. Может быть, какой-то вопрос закрылся, или в том или ином качестве переезд. У кого-то вынужденный, может быть, в связи с тем, что дома ремонт, к примеру, да, или что-то вы улучшаете, или обстановка вынуждает тоже принимать основное решение и куда-то перемещаться. У кого-то это может быть связано и с работой, как релокация офиса, или изменения, которые вы сами наметили, когда не хочется оглядываться назад. Может быть, и хочется разобраться как раз с какой-то ситуацией. Но приготовьтесь, мои дорогие тельцы, к тому, что есть как минимум ряд вопросов, которые придется просто оставить. Или они не в сфере ваших решений. Ну, к примеру, мы не можем как раз повлиять ни на решение конкретных людей, или на какой-то закон, подзаконные акты. И карта все же колесница, очень добрая карта, это дорога к успеху. И успех любой, он где-то предполагает, когда мы идем налегке, когда мы, ну, не очень-то меркантильны. Вот это то, что нужно знать. Неожиданности какие могут быть. Пажу мечей – это карта истины. Это тот, который, кстати, молодой человек, который готов учиться и который готов признавать свои ошибки. И это сделать совершенно необходимо, потому что сложилась определенная реальность. И сколько ты себе не говори, нет, вот я хочу вот так. А вот так оно как бы не получается. Либо новый метод надо искать, либо новый вариант, либо вообще стратегию, тактику пересматривать. И вот эта честность с самим собой нам может открыть какой-то новый путь. И побудительным мотивом, как неожиданность, может быть известие или ваше окончательное решение. Может быть и много информации на этой неделе, совершенно неожиданной по какому-то вопросу. И явно это не новый вопрос, а как раз какая-то даже сумятица из прошлой жизни, она может
быть как расставлено все по местам. Ну, может быть, и не все, но уже видны как минимум два направления, куда я точно не пойду или что не может быть продолжено, и каковы мои перспективы или мои возможности. Вот есть реальность, которая диктует какие-то возможности, и мы можем с ней, все же паш мечей, острая карта, мы можем не соглашаться. Другой разговор. Ничего, кроме истины, ничего, кроме правды. Вот для вас это как неожиданность. Вы сами где-то к этому должны сводить любой вопрос, чтобы любая обстановка, насколько это возможно, или какая-то тема, услышанная новость, предложение, документ, если вы составляете документы, оно должно быть составлено или направлено на какой-то основе, может быть юридической или бумажной. Чему сейчас не время складывать оружие, не время бездействию. Не время тому, что мы ждем, что оно решится само. Но приготовьтесь, что действительно или решение какое-то вам придется принимать, или, мои дорогие тельцы, это решение может быть достаточно сложным. И у вас не будет времени. Надо сказать, что физиологически наше сознание принимает, есть такие данные, цифры, в течение 15 секунд какое-то вот как мысль, основное решение. А думать мы можем 15 месяцев, 15 лет. Долгий срок, правда, это мы, по сути, топчемся на месте. Но у вас будет не так много времени, чтобы с чем-то определиться. Или не ожидать какой-то паузы, а как раз приготовиться к каким-то ускорениям, мои дорогие. Но это значит, есть возможность какую-то застарелую проблему или тему как будто либо отказаться, либо продвинуть в каком-то новом совершенно качестве. Не время паузы в целом. Что же вам будет помогать? Ну вот все то, что я сказала. Шестерка мечей – это карта мужества, когда мы идем вперед. Когда мы хватает и мужества, внутренних душевных сил отправиться вот в это дальнее путешествие. И вот эти неожиданности, которые нам встречаются на пути, мы к ним готовы. Есть у меня колода, где прорисовано, как ангелы благословляют буквально в этот путь, и значение, когда мы переворачиваем страницу собственной жизни. Это будет как новая глава или что-то совершенно новое. Настройтесь на будущее, мои дорогие. И колесница нам ведь в самом начале об этом сказала. Поэтому все предложения действительно нужно рассмотреть. И в первую очередь настроить себя, что не будет в чем-то повторения. Нам придется, может быть, у кого-то поменять место жительства или рассматривать, начать какие-то вопросы. Что-то по работе здесь может быть как прекрасный прогресс, но он в некоторой другой концепции или с какими-то другими возможностями, может быть и предложениями, вашими решениями, с каким-то новым алгоритмом, но вот именно в будущее, потому что то, что было в прошлом, оно вас тормозило. Поэтому организация собственной жизни по-новому вам предстоит. Может быть, изменить еще и отношение где-то к деньгам придется. Отстроить с новой организацией вашу жизнь, задача, и это вам помогает, если вы на это настраиваетесь. Об этом говорят все карты. И за всем этим следует удача и успех. Но пока, понятно, это тот период, когда что-то быстро не решится, примите это во внимание. Планетарно, правда, у нас какой-то вопрос или тема может только проясниться к середине октября. А окончательное решение или ясность может наступить в начале или к середине ноября. Поэтому здесь идет все своим чередом. И ведет это словно невидимая могущественная сила. Ваша задача вот с этими неопределенностями или с теми возможностями постараться не занять выжидательную позицию, а как раз провзаимодействовать. Дела, работа, бизнес, документы, учеба. Да, действительно, учиться вам как будто чему-то нужно. Кто-то учит языки, кто-то в связи с тем, что планирует переезд. Или вы изучаете новые профессии, направления для того, чтобы именно заработать денег.
или как вариант дополнительного заработка, или обстановка меняется. Откуда ко мне приходят деньги? Вот это может быть очень такой ну, насущий вопрос, и откуда ко мне будут приходить дальше, каким способом. Помните, мои дорогие, Уран в вашем знаке, и человечество ожидает, что это будут новые системы взаиморасчета, где-то даже совершенно неожиданные. Может быть, финансовая система, как мировая, тоже может меняться, и где-то предвестники первые вы, может быть, или узнаете, или вы сами захотите вот какой-то финансовой грамотности, в той или иной мере располагать, добавить себе каких-то знаний. И по части этого тоже нам может говорить карта. У кого-то по дому, место вашего проживания, или связанное с переездом, или с какими-то вопросами, которые вот сейчас есть конкретно в моменте здесь и сейчас в вашем доме. И тоже что-то не может продолжаться. Вам нужно совершенно организовать по-другому свою жизнь. И это касается места вашего жилища. То есть вот эти направления, ваша работа, финансы, откуда сегодня приходят, откуда придут завтра, конкретно ваш дом, место проживания, может быть как статусность и личная жизнь тоже. И у вас это как единый такой вот узел, который, может быть, и сложно, и не получится быстро развязать или расставить все по местам. Но, может быть, и придется Соломоново решение принимать и учиться также. И я могу сказать, согласование какие-то в высоких инстанциях. Помните, мои дорогие тельцы, для вас будет, чем бы вы ни занимались, будь то вы в переезд или в поездку отправляетесь, проверяйте документы. У вас должно быть все по закону, по какому-то статусу. Ваша задача сохранять себя, свой собственный статус, свои финансы, мои дорогие, свое место проживания, пребывания. Оно должно быть для вас тоже, если у вас стоит такой острый вопрос, меня смотрят люди из разных стран. Какая-то степень надежности для вас должна быть. Или вы будете в эту сторону двигаться, чтобы как раз больше этой надежности себе создать. Тогда рассматривайте, опять же, что-то новое или какие-то варианты. Отстраивайте свою жизнь, по сути дела, заново. Укрепляйте собственные позиции. Могут быть и предложения, конечно, по этой карте, потому что иногда проходит венчание. Поэтому у кого-то и брачный союз, может быть, вы заключаете, да, думаете о том, как уже готовите документы, совершить это бракосочетание. У кого-то это могут быть и бракоразводные процессы. У каждого по-разному. Перекладывайте на себя. Энергия денег. Вы знаете, тут от вас потребуется какое-то максимально однозначное решение. Туз мечей. Может быть, это вы кому-то помогали. Или была какая-то ситуация многозадачности. Может быть, для вас, в принципе, как я сказала, откуда ко мне приходят деньги. Здесь как будто один какой-то очень важный вариант или событие, или ваше решение. С одной стороны, это нужно, может быть, изучить или как-то оформить. Или нужно что-то учесть и проложить себе как новый коридор, откуда к вам будут приходить деньги. Есть какие-то условия, могут создаться, может быть и не для всех, но все же, когда некоторые изменения по финансам или, как я уже сказала, в системе, они могут быть на горизонте, и они от вас потребуют однозначных решений. У вас сильный статус, мои дорогие тельцы, крепкий такой, надежный. Иерофант нищий не бывает. Но словно меч, он ведь предполагает, что мы от чего-то отказываемся. Поэтому какую-то вам финансовую стратегию, тактику точно, карты, по крайней мере, говорят, тебе пора пересмотреть. Что же в личной жизни? Карта ожидания, карта апатии. И словно преподносит рука кубок. Но молодой человек, который сидит под деревом, он смотрит очень равнодушно на какие-то возможности. Понятно, что у каждого по-разному. И четверка – это нет перемен. Это у нас мы рассматриваем Таро прогноз на неделю, не такой большой срок. И он может свидетельствовать, что прежняя ситуация вряд ли как-то изменится кардинально на этой неделе. Или, мои дорогие, изменится ваше решение, отношение к людям или чувство усталости. Кстати, иногда это карта апатии.
когда мы ничего не хотим. У вас 2 четверки, понимаете? И могут быть те ситуации, в которых вы уже поставили точку, а вокруг что-то меняется или люди меняются. Планетарные люди из прошлого могут возвращаться с какими-то новыми дежавю предложениями. И вам вроде как нужно рассмотреть, потому что паузу какую-то вы не должны все-таки искусственно создать. Какое-то аморфное состояние мы не можем продолжить, хотя может быть большая усталость, потому что что-то важное у вас на кону. Или есть какая-то еще другая тема, но с чем-то определиться, возможно, вам и придется, и не упустить какой-то предложенный вариант по части личной жизни, мои дорогие. Я бы сказала, отдыхайте. Уставшие люди делают ошибки. И апатия – это один из признаков усталости. Иногда, по крайней мере, как эмоциональное выгорание, оно может начинаться именно с апатии. И значит, как минимум, к примеру, пусть нам туз мечей выпал на финансы. Может быть, это вы до бесконечности кому-то помогаете или участвуете в тех делах, задачах, проектах, которые для вас лично сейчас не столь актуальны, потому что вы у себя сейчас словно на кону, у вас сейчас какие-то козыри в руках. Или пусть это один козырь, но еще и судьба, Вселенная пытается вам помочь, и это приходит совершенно каким-то новым путем, новыми вопросами, которые нужно для себя еще и рассмотреть совершенно в других энергиях, на что-то решиться, чтобы вам это решение помогало. Давайте карту совет. Не закрывай глаза, не сиди в апатии буквально. Не сиди в усталости. Карта ночного кошмара, и карта нам всегда показывает, что у человека закрыты глаза. Он смотрит вглубь себя, и это может помешать. Может помешать, как прежние наши постулаты, или в чем мы были уверены. Или, мои дорогие, это конкретно чувство страха. Мне страшно, я боюсь. Что будет дальше? И тогда карта нам говорит, что идти вперед придется. Даже если тебе где-то страшно. Открой глаза буквально и иди вперед. Давайте я еще одну карту достану, мои дорогие. Ну вот она уже сама досталась. Будут те люди, кто будет где-то с вами на одной волне. Я не могу сказать, что они будут помогать, но должна сказать, что у вас будет какой-то прекрасный вариант. И, возможно, он как раз альтернативный, то, что вы не планировали. И принять новую реальность. Может быть, мои дорогие, за что-то зацепиться. Но мы можем что-то и прошляпить, потому что мы видим какой-то мрак. А по факту перед нами открываются новые возможности через новые способы взаимодействия. Эти возможности следует точно продолжать, мои дорогие тельцы. Или это будь то личная история, или будь то договориться с чиновниками, или по деньгам какой-то, ну, такое вот среднее арифметическое придать своей финансовой стратегии, если она связана, что вы кому-то должны сказать «нет». Значит, элегантно кому-то сказать «нет». Ну, самые разные варианты основаны на вашей решимости. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.